Доброго времени всем, кто меня сейчас смотрит и слушает. С вами Алексей Бажин. И я благодарен вам, что вы сейчас со мной. И сегодня мы поговорим об основных причинах неуверенности и постараемся понять, откуда она берется. Запомните, что для того, чтобы работать эффективно с самой проблемой, нужно точно вначале определить ее причину. Причину возникновения, первопричину. Только тогда можно саму эту проблему достаточно быстро убрать. Но как практика показывает, первопричину проблемы чаще всего убрать недостаточно. Кроме того, нужно сформировать соответствующее достоинство и сильное качество у самого себя. Чаще всего это уверенность в себе. Конечно, всех причин неверия в себя сейчас мы не разберем. Для этого нужно больше времени. Но самое главное из них давайте рассмотрим. Что такое неуверенность в себе? Неуверенность, неверие в себе и в свои силы. Неверие в себя включает потенциал человека, блокирует силу, внутренние источники энергии, гасит стремление человека, консервирует его достоинство и талант. Когда человек не верит в себя, он теряет связь со своей душой, а соответственно связь с богами и миром. Часто эта проблема приводит к замкнутости, бессилию и потере благоприятных возможностей, которые для человека, конечно же, создают жизнь. Основными причинами этого являются родительские и социальное программирование, которое с детства закладывает негативные установки. Эти установки подрывают веру в будущее. Также к ним относятся различного рода страхов. Страх всего нового может быть причиной неуверенности человека. То есть, если он чего-то не знает, не пробовал делать, он может быть не уверен в себе, что у него это получится. Таким образом, у человека присутствует страх ошибок и неудач. Когда у человека есть богатый негативный опыт, ошибки, неудачи, удары судьбы, разочарования, это подрывает веру в себя у многих людей. Если человек правильно не проанализировал свой опыт, например, строил бизнес, обанкротился, и так 5 раз. Итог – разуверился в себе. То есть у человека были неудачи, он не нашел правильных ответов, не исправил ошибок, не убрал причины и обиделся на мир, на жизнь и поставил на себе крест. То есть заблокировал всю энергетическую систему. А если найти и убрать причины ошибок, то этот энергетический крест на себе можно и не ставить. И обиды на других ни к чему. О том, как убирать ошибки прошлого, мы еще поговорим. В этом случае необходимо не только сформировать в себе уверенность, но и убрать соответствующие страхи. Отдельной причиной также можно выделить и зависимость от мнения и влияния других людей. Сюда также можно добавить такую проблему, как чувство вины. Например, жена пилит мужа изо дня в день, макая его носом в недостатки, не желая видеть его достоинства. Результат. Мужчина со временем также перестает видеть свои сильные стороны, терять достоинство, а вот чувство вины уже сформировано регулярным заклевыванием. И муж со временем начинает верить, что он такой плохой или неудачный. В итоге человек перестает видеть свои сильные стороны. Он теряет свои достоинства и веру в себя. После этого он со своими недостатками чаще всего сделать ничего уже не может. Если целенаправленно над собой не будет трудиться. Многие видят в этом эзотерические или кармические причины,
Бывает и так, что человек рождается уже изначально с разрушенной верой в себя. Когда у человека без каких-либо внешних на то причин фактически с рождения тотальная неуверенность в себе. Почему? Откуда? Ответ для эзотерика вполне очевиден. Этот человек потерял веру в себя, в своей прошлой какой-то жизни из-за каких-либо серьезных потрясений и непройденных уроков. И как уже говорилось выше, чтобы это неверие в себе убрать, необходимо выйти на первопричины этих проблем. Далее нужно их трансформировать, убрав отрицательные эмоции и оставив только само событие, как память, как опыт. Также стоит сказать об ошибках, когда человек пытался строить свою уверенность в себе на чем-то зыбком и совсем ненадежном, на том, что может рассыпаться в один миг. Например, когда свою веру в себя человек строил на деньгах, потерял, а вместе с ними и уверенность растаяла на тщеславии. Человека хвалили, он цвел и пах, а когда перестали хвалить или начали критиковать, он сдулся. На знаниях эрудиции, а кто-то более умный на пути попался и все. Весь пафос и напусканная уверенность растаяла, как дым. Наверняка каждый замечал на себе и не раз, что когда растет уверенность, то это наверняка раскрывает какие-то внутренние ресурсы. Начинаешь быстрее думать, приходят идеи, рождается радость, откуда-то берется сила встать и что-то делать и многое-многое другое. Очень часто именно проработка данного вопроса, роста уверенности в себе, дает раскрытие каких-то новых способностей и талантов, которые до этого человек у себя не замечал. Выбирай, во что ты хочешь верить. Знание своих достоинств, сильных сторон и опора на них. Для этого все свои силы, стороны, качества, талант, убеждения нужно изучать. Изменяемость, постоянное развитие также является важнейшей основой неуверенности в себе. И если человек не изменяется, не работает над собой, он может быть уверен только в одном, что он всю жизнь будет жить со своими слабостями и недостатками, пороками, вредными привычками. И с каждым годом проблем будет становиться все больше и больше. А если человек каждый день делает шаг вверх, изменяет себя, избавляется от недостатков и формирует свои достоинства, он может быть уверен, что ему под силу в этой жизни практически все. Рано или поздно, если человек не останавливается, каждый, даже самый сильный недостаток падает. Каждая проблема будет решена. Каждая слабость будет устранена. Если человек изменяется, это дает ему определенную гарантию, что для него все в этой жизни возможно. Преграды в жизни будут всегда. Их нет только у того, кто из дома никогда не выходил и не выходит. Ни к чему в жизни не стремится и ничего, соответственно, не достигает. Как относиться к преградам? По поводу преград можно расстраиваться и переживать, нервничать и ругаться, то есть зависеть от них. А можно относиться к ним спокойно, как к задачам, преодолевая их с достоинством, азартом, легкостью, применяя творческие подходы. Примите для себя ответственное решение один раз и на всю жизнь. Пообещайте себе, что каждая преграда, которая встретится у вас на пути, обязательно сделает вас сильнее и мудрее. На сегодня это все. Позвольте себе стать спокойным и счастливым. Ваше будущее и ваше здоровье в ваших руках. С вами был Алексей Бажин.
с великой благодарностью к вам. До новых встреч! Продолжение следует.